Blackview S-Book 12, 16-дюймовый на алюминиевом шасси, на интересном процессоре Intel Core i5 1030 Gen 7. Заказывал я его на Али, он весь еще в пленках, но я его уже даже тестировал. И вот это сразу тема дептам, которые боятся заказывать на Алиэкспрессе. Я первый раз заказывал на Алиэкспрессе. Пришло оно мне, смотрите в какой коробочке. Во-первых, вся в пузыре, вот такая вот коробка, у нас здесь зарядник. И пришло оно мне вот в таком пенопласте, полностью упакованном, абсолютно целым. Отправляем коробку куда-то далеко, больше нам не понадобится. Давайте пленочки вот так вот сделаем сейчас. Такой интересный. О, нет. Давай поближе ракурс, давай так вот. Все, леса потекла. Опа! Ча. Так, пленочку снимаем. Сейчас прилипнет к чему-то, будет лиса. Смотрите, мало того, он же весь еще и снизу в пленках. Смотри, приехал. То есть это так, чтобы он нигде не зацарапался. Как их снять мне? Даже поддеть ее нечем. Там видно хоть как-то, ребята? Что-то видно, да? Действительно. Ой. Вторая пленка. Yes. Я не отдала. Вот это вот охлаждение. Вот это вот динамики. Динамики здесь неспроста, динамики прикольные, очень достаточно с классным звуком и для просмотра фильма вообще достаточной громкости. Есть вот такие вот прорезиненные ножки. Сам он алюминиевый, полностью на алюминиевом шасси, полностью построен. Теперь тест на MacBook одной рукой. А ну, Лиса, сможешь ты? Нет? Или побоишься сейчас, чтобы камера не сбилась? Давай. Тест на MacBook одной рукой. Ой. Это чтобы не говорили, Blackview, это Blackview. Подождите, здесь 16-дюймовый яркий экранчик. Я его погасил, да? Сейчас мы его включим. 16-дюймовый яркий экранчик. И мало того, здесь еще и отпечатки пальцев есть. Я только что разблокировал это отпечатком пальцев. Теперь на секундочку, китайцы, с каких пор Blackview делает такие вещи? С лепестковой клавиатурой, на которой есть двухуровневая подсветка. Пожалуйста, смотрите. Двухуровневая подсветка. С каких пор здесь вот такой вот тачпад с панелью управления? При этом тачпад большой и достаточно сенсивный для того, чтобы управлять полностью вот этим вот экраном, который у нас с разрешением 1920 на 1200. Объясните мне, каким образом это соотношение сторон 16:10? Я удивлен. 16 гигабайт DDR4 двухканальной памяти, 512 SSD, M2 NVMe. А знаете, почему я удивляюсь? Потому что я говорю, там NVMe, Core i5 Pro, да, 1030 Gen 7, это энергоэффективный, не такой там мега мощный проц, но он отличается, например, от того же N150 тем, что у него 4 ядра, 8 потоков, это раз. Во-вторых, он с графикой Intel Iris Plus, не XE-шка, а Intel Iris Plus, я здесь даже в танки полноценные поиграю. Это не игровой ноут, это ноут для развлечений. Какие развлечения? Да все просто. Какие-то незатейливые игрушки по типу Хардстоуна, танчиков Блиц, я не знаю, Diablo 3, например, ну или какое-нибудь кино, например, посмотреть что-то в интернете, ютубчик 4К. С нормальным таким себе звуком. Ну и, конечно же, не стоит рассчитывать на какие-то мега-игры по типу там PUBG, либо CS2. Это не для того комп, это для работы в офисе с базами данными, социальными сетями. Но давайте дальше. Как бы я его ни хвалил, конечно же, есть и отрицательные моменты. Достаточно дешевый Wi-Fi модуль, с учетом того, что здесь нет у нас, допустим, LAN J45, то здесь мы получим по Wi-Fi 250-300 мегабит максимально. Это 5 гигагерцовому. Но вы можете через Type-C-шечку, которая, кстати, у нас, смотрите, здесь есть. Так, Type-C-шечка стандарта 3.1, достаточно быстро. Есть USB 3.0, есть у нас вот такой вот HDMI-чик. Потом здесь у нас USB-шка 2.0, USB 3.0 и выход под гарнитуру или вход под гарнитуру. И, конечно же, картридер полноценный. Спереди у нас, что можно сказать, смотрите, есть индикация, кнопка с датчиком пальцев, отпечатком пальцев. Есть тачпад, и сам он по себе, здесь тоже, кстати, пленка. Я не буду ее сдирать, знаете почему? Тру очень часто, и когда работаю. Есть у нас HD камера, микрофоны, само собой, и он покрывает 80%, грубо говоря, вот этой вот панели с верхней панели. Что у нас еще в комплекте? Инструкция, которая нам, честно говоря, не нужна. И есть у нас
Вот такой вот Type-C зарядничек. А где наш, кстати, Powerbank? Объясню сейчас момент один. И вот объясню один момент. Дело в том, что в этой штуке у нас Type-C-шечка с Power Delivery на 65 Вт быстрой зарядки. И плюс у нас сама по себе батарея 57 Вт-часов. При том, что это производитель, который написал честно в своих характеристиках, сколько работает от батареи у нас вот это вот чудо. Но об этом немножечко позже. Теперь давайте попробуем его... Да, бери камеру. Давайте попробуем его подрубить через Powerbank. Объясню. Дело в том, что несмотря на то, что здесь большой экран, да, и действительно 57 Вт-часов не такая уж и большая батарея. Мы, кстати, провели батарею, тест полный через Proceon и полностью готовы сказать свой вердикт немножко дальше в обзоре. Пробуем подключение от Powerbank с Power Delivery. А ну-ка. Та-дам, у нас есть зарядочка. Показывай. У нас есть зарядочка. То есть данный ноутбук из-за его подключения с Power Delivery через Type-C можно рассматривать как ноутбук для длительной работы где-то без дополнительного питания. То есть у меня вот еще на 20 тысяч мА блок питания 65 Вт с быстрой зарядкой. А здесь у нас на 5000 мА батарея или чуть-чуть больше. В общем, об этом все дальше. Но в целом мы сейчас с вами переходим, смотрим, что нам заявляет производитель. Ссылки на него в описании под видео. А вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ну и, конечно же, потом вернемся на выводы. Итак, страничка продавца. Есть европейская версия, есть с русскими кнопками, с русской раскладкой. $512 стоит. И давайте посмотрим, что же у нас тут есть. Intel Ice Lake i5 1030 NG7. VIDA 11 предустановлена, 16-дюймовый 1920 на 1200 FHD плюс IPS дисплей 16 на 10. У нас соотношение сторон. И у нас, я сразу говорю, 16 гигабайт DDR4 памяти, которая работает в двухканале. А что они тут нам еще интересного пишут? Что у нас Intel Iris плюс графика до 1.05 ГГц, которая поддерживает 4К. У нас здесь 4 ядра, 8 потоков. У нас есть отличный тачпад с кнопками управления. И он разворачивается на 180 градусов. Все это как бы классно. 65 Вт быстрая зарядка, 57 Вт-часов батарея. Не скажу, что это самая мега батарея, говорю как есть. Есть UV-сертификация для избежания попадания синего цвета и сохранения ваших глаз. И яркость 330 нит. Вот это тоже, кстати, неплохо. А вот то, что они играют в PUBG, который я там вижу, это немножечко не преувеличили, потому что мы поиграем, но вот во что поиграем, я вам дальше покажу. Слушайте, очень много всего написали. Насчет звука могу подтвердить, звук действительно неплох. Стереозвук и неплохие чистые динамики. Даже какой-то признак басистости есть. Но учитывайте, что это действительно бюджетный ноутбук, среднебюджетный ноутбук. Также они заявляют про то, что здесь NVMe диск стоит, у нас есть отпечаток пальцев и достаточно нормальное охлаждение по температурам, по реальным тоже. Далее увидите в тесте PCMark мониторинг на процессе всего теста. Максимально можно поставить 32 гигабайта в двухканале. И знаете, что еще меня интересует? Вот чуть-чуть они, конечно, говорят маркетинг. PCI Express M2 SSD, они пишут 7000 мегабайт на секунду, но к ним не придраться, потому что они пишут в целом, что сейчас поддерживается максимально. Потому что в данном случае другие показатели, но при этом здесь PCI Express 3, X4 и сам по себе NVMe диск тоже PCI Express 3. 5 ГГц Wi-Fi, и также у нас здесь они рассказывают порты, про которые мы уже посмотрели. Меня интересует батарея. Давайте к батарее чуть-чуть мы с вами опустимся. И тут я вам скажу, один из самых честных производителей в плане того, что они не побоялись показать реальные часы батареи. 3 часа видео. Мы это через Proceon, мы проверили, 3 часа видео получили. 2,7 часа игр, 3,3 музыки, 3,5 веб-сайтов. Тут они даже чуть-чуть преуменьшили, потому что мы получали даже больше показателей. У нас ноутбук в плане полной работы больше 5 часов, в плане там офисной работы 4,5 часа. Но это все дальше тоже, опять же, посмотрите. 65 Вт быстрый заряд. А давайте так, ссылка в описании под видео на проверенного продавца. Подписываемся, нажимаем колокольчик, а мы поехали тестировать. Ну, слушайте, интересный для меня проц, и этот Iris Plus тоже, Intel Iris Plus тоже интересен. Потому что во что-то я играю, и играю достаточно неплохо, в частности Diablo 3. Для тех, кто не знает, если очень плохо оптимизированный даже офисный какой-нибудь компьютер, то Diablo 3 будет пролагивать. А ну, посмотрим на настройки, давайте.
Графика это у нас высоко-средние настройки. Хорошо. Идем дальше. Сейчас дойдем до каких-то монстров и посмотрим. Вообще большой 16-дюймовый экран. Прям, ну, достаточно яркий, как для его цены, вообще отлично. Звук потестируем немножечко позже. Кто вы такие? Что вы тут прыгаете так? Звук потестируем немножечко позже, но к Diablo 3 у меня вопросов нет. И все это, в принципе, благодаря начинке. Давайте посмотрим на его начинку. Для начала посмотрим процессор, потому что, например, та же самая AIDA 64 Extreme не идентифицирует этот процессор. Но CPU Z нам пишет, что это Intel Core i5 1035G4, это Ice Lake, кстати, 10-ваттный, 10-нанометровый, 4 ядра, 8 потоков, 6 мегабайт кэш третьего уровня. Очень сильно, знаете, что напоминает? Прям вот напоминает мне N100, только на максималках, знаете, такой получился больше ядер, то есть 4 ядра, 8 потоков, по сути, должно в 2 раза быстрее работать, но нет, не будет. Интересно то, что у нас здесь заявлена двухканальная память, здесь 2 слота, но не показывает, какие у нас частоты. Очень тяжело, то есть тяжело в плане того, что абсолютно интересная и новая платформа, которую мы ранее не видели. По бенчмарку сразу говорю, он работает где-то на 50-60% быстрее, чем N100 и N150. Это если брать мультиядерный тест, и если уже сравнивать с чем-то, то само собой там какой-нибудь Ryzen 7, ну это понятное дело, с Ryzen 7. Тут не стоит нам его сравнивать. Core i7 6700, ну вот Core i7, наверное, 4790 я бы сравнивал, либо даже с Core i7 2600. Да, это было бы вот примерно одинаково, но это действительно быстрее, чем N100. Прям очень интересно. Ну и по видеокарте Intel Iris Plus графика. Это Ice Lake GT2, кстати, она действительно побыстрее, чем простой Intel Iris, да, там, который был XE-шка. 128 бит шина. Ну, здесь ориентироваться на шину и на количество памяти тяжело, потому что у нас по факту все берется из оперативной памяти, а память у нас двухканальная. Прям расследование какое-то получается у нас, да. Ну, Windows 11 у нас предустановленный Home идет, не активированный. 4 ядра, потоки понятные. Intel Iris Plus. Что вы тут нам так, сетевой адаптер на Realtek 8221, среднячковый. Давайте смотрим дальше. 3.1 у нас USB хост контроллер. Меня интересует память, системная плата и память. Так, память смотрим. Всего 16208 и все. Это все, что мы имеем, да? Слушайте, прям интересно, по памяти вообще ничего не понятно. Ну, ладно, есть как есть. Давайте по тестам погоняем. Мне интересно, допустим, то же самое там PhotoWorks. Обычно PhotoWorks показывает нам самые реальные тесты в мультимедийных возможностях. Потом посмотрим PCMark, посмотрим кое-какие другие тесты. И уже будем там тестировать его производительность в играх или там каких-то приложениях. Так, а у нас получается, что он обгоняет, видите, процессор неизвестен, он обгоняет у нас 6-ядерный Core i7 5800, 8-ядерный Core i9 11900, это именно в тексте PhotoWorks, 8-ядерный Ryzen 7 1800, 8-ядерный Ryzen 7 2700X. И тут вот, знаете, скорее всего, архитектура его и двухканальность тут привнесли какие-то сюрпризы. Чуть он не догоняет у нас 6-ядерный Core i7 на Asus Strix X99 Gaming. Ну, тут понятное дело, что у нас тут Quad DDR4. Нормально, там память просто быстрая очень. А вот если чистую математику брать, то он себя тут не покажет таким прытким. Но вот этот вот тест PhotoWorks меня удивил. Это действительно конкретно лучше, чем 100, 150, 200. То есть если сравнивать там с этими Intel N100 одноканальниками, то здесь прям вообще все хорошо организовали. И он обгоняет смело, опять же, тот же самый 4-ядерный Core i7 6700, Core i7 4770. Это в чистой математике. Xeon E3 1245, 6-ядерный Core i7 4930. Короче, есть чем потягаться. Не самый топовый процессор, но для этого ноутбука был неплохой выбор. Так. Конечно же, меня очень сильно тянет поиграть на нем. Графика у нас на низких настройках. И на низких настройках это там 80, 90, 86, 90 FPS. Я думаю, что здесь можно смело ставить средние. И на средних посмотрим, сколько мы получим. То я думаю, что не сильно так и разница будет. То есть поиграть в полноценные танчики здесь тоже можно. Очень интересно. На Intel Iris Plus.
что-то они, конечно, мудранули и сделали более-менее прикольно. Давайте куда-то поедем. 83. Пинг нормальный, мы на Wi-Fi. Лана у нас нет, напомню. А ну-ка. Куда-то едем. Слушайте, ничего не лагает. Смотрим на FPS. 80, 70. Это не игровой ноутбук. Это не игровой, это рабочий ноутбук, это домашний ноутбук. Но он работает, он тянет. Достаточно мощный, интересный процессор с необычной видеокартой для меня. Обычно либо ставят айрисы послабее. Давайте пойдем его сейчас чуть-чуть погоняем. Иди сюда. Вылазь. Ух ты, как мне прилетело. Либо айрисы послабее. Давай сюда. Пам. Ух ты, как Кела промахнулся. Ну, короче. Ну, вы поняли, ребят. 79 FPS. Интересная такая штука. Да, выманивайте меня. Ну, я, как всегда, не попал в броню. Все, мне кирдык, получается, сейчас будет. И все как обычно. Танкист из меня, ну, честно говоря, не очень. Я такой танковый рак больше, знаете. Но 70 своих FPS мы имеем. Выходим. Не хочу позориться дальше. Знаете, как это называется? Не стесняйся, позор. Да, ну позорься до последнего, да? Лиса кричит, не стесняйся, позорься до последнего. Вот теперь давайте по производительным тестам посмотрим. Посмотрим PC Mark 10. У нас есть здесь 3 раздела. Здесь мы увидим с вами максимальные частоты, температуры и загрузки. Короче, что я могу сказать? По работе с приложением очень хороший показатель, больше 5000. То есть старт, закрытие, открытие. 6666 тысяч отличный показатель по работе с видеоконференц-связью. То есть у нас же здесь есть камера. Ну, давайте сразу камеру откроем, да, и я такой вам сейчас что-то сюда наговорю. Сейчас мы посмотрим, что у нас там за камера для начала. Ну, давай. Доступ к микрофону. Микрофон тоже есть. Доступ к камере. Сейчас. Привет. Слушайте, еще и неплохо. Еще и неплохая камера получается, а? Ах ты ж зараза. Ну смотрим параметры камеры. Пишет камера параметры видео 720p 30 fps. Обыкновенная HD камера, но достаточно неплохо. Камера работает хорошо. Теперь по веб-браузингу 215 fps 3D объекты анимированные, 60 fps Shop View Image и стриминг до 4К. По работе с документами. Смотрите, что сразу могу сказать. Recalculate Monte-Carlo — это рекалькуляция большой базы данных. Есть такой тест. Вот этот тест определяет, насколько можно с ним работать в офисных приложениях. И Recalculate Monte-Carlo на N100 и на N150 далеко больше 200 секунд. Здесь 155 секунд. Это не самый топовый показатель, потому что на современных там Intel Core Ultra с искусственным интеллектом это будет 2-3 секунды. Но мы не сравниваем эти процы. Мы не сравниваем ноутбук, например, там за четверть сотни тысяч гривен, да, за 150 тысяч гривен. То есть это 2 разных ценовых категории. По документам идеально, по работе с таблицами тоже. Даже редактирование фото. Photoshop, например, какие-нибудь Canva и все остальное отлично. Рендеринг. Рендерить можно 27 FPS и даже на лету какое-то видео может быть с прокси, но я вам этого не говорил. Давайте так, я вам этого не говорил, вы этого от меня не слышали, но с прокси чего-то можно потягать. Не уверен, что это будет удачная идея, но я говорю вам тоже всю правду, показываю. По батарее. Итак, вы знаете, компания не соврала. 3 часа просмотра видео, пожалуйста, в режиме, сбалансированном режиме, то есть мы не ставили его в экономный режим, при этом не до 0, а до 5%, и на резерве оставалось 7. Ребят, нормально, хорошо. Теперь я хочу посмотреть результаты по работе с документами. Офисная продуктивность 4 часа 50 минут. Очень близко к тому, что они заявляют. И по idle, это значит просто вот в режиме, сколько максимально он вообще может проработать в каком-то энергоэффективном режиме, 5 часов 40 минут. Ну, здесь неудивительно, 16-дюймовый экран. По офисной продуктивности Prozione, это те же самые производители того же теста, как и PC Mark 10. Здесь мы видим с вами в секундах. Это очень прикольно, потому что, например, там какие-то моменты в Excel, там форматирование таблиц, VLOOKUP,
там, не знаю, уникальные пары. Здесь все отрабатывает в пределах секунд, нет никаких, там, экспорт-видео 26 секунд, да, там. Это все отлично, то есть мы в пределах рабочих параметров, то есть сравнение документов 5 секунд. Сохранение полсекунды, там копипаст полсекунды, скалирование, ну, image scale, то есть изменение размера рисунка 0,2 секунды, то есть он идеально подходит под офисные задачи. По Crystal Disk Info у нас стоит CF600 на 512 гигабайт NVMe SSD, NVMe Express 1.4 на шине PCI Express 3.0 X4. Ну, достаточно интересный вариант. Давайте закрываем и попробуем провести тест скорости и чтения. Ну и по тестам я вам скажу тоже ожидаемый результат для NVMe Express на PCI Express 3X4 тоже абсолютно адекватный. 2800 на прямое чтение, 1300 на прямую запись, очень даже неплохо. А для того, чтобы оценить температуры работы, вернемся обратно к PSC марку и частоты. Слушайте, ну максимальные частоты, которые достигали 3190, фактически 3191, фактически 3,2 ГГц. Давайте, 391, 392, да, вот, короче, 391. А по температурам, я вам скажу, средние 60, 50, 71, 84 пик было. И это при работе с видео, у нас тут при работе с видео пиковые выше 80, показываю как есть, а средние при обыкновенной работе 60-70, 80 пик на некоторых моментах. Но вы должны учитывать, что это стопроцентная загрузка на максимальных частотах. То есть тест загружал его по максимуму, и температуру я вам честно тоже показываю. Также, если говорить о скорости работы сети, то 5 гигагерцовая сеть у нас показывает в 5 гигагерцовом диапазоне 260 мегабит, грубо говоря, где-то там проскакивает 256-260 мегабит на загрузку. Давайте на выгрузку посмотрим. И на выгрузку у нас тоже примерно то же самое. То есть мы должны понимать, что это 5 гигагерцовый модуль. Давайте посмотрим на коннект и скорость. Давайте Wi-Fi, свойства Wi-Fi. Это у нас 433 мегабита. При таком коннекте, при такой канальной скорости, это абсолютно адекватные показатели в плане того, что обычно фактически реальная скорость это там 50-60% от канальной. Если у нас адаптер поддерживает канальную скорость 433 мегабита, то 260 это отличная скорость. Но это я вам говорю, то есть при условии того, что это он работает 5 ГГц, 36 канал. И, конечно же, я не берусь тут сравнивать его там с какими-то там Wi-Fi 7, потому что мы все понимаем, что это абсолютно разные вещи. 2.4 у нас имеет коннект 150 мегабит. Сейчас попробуем тот же самый тест для 2.4 сети и получаем очень хороший результат. Для 2.4, прям для устаревших роутеров, 100 мегабит это нормальный результат при канальной скорости 150. Неплохо, неплохо. Но раз уж мы в YouTube, раз уж мы в браузере, сейчас с вами ютубчик проверим и проверим звук обязательно. Слушайте, 100 на практически на 100. Давайте ждем, переключаемся на 5 ГГц и будем тягать ютубчик. Давай, мы в тебя верим. И, блин, все на 90, отлично. Давайте стартуем ютубчик. Знаете, что сейчас в ютубе будем пробовать? Кроме звука, я тут внешнюю клавиатуру подключил. Значит, интересно вот эту панель попробовать. Лен, ты же у нас поснимаешь, да, эту панельку? Включаем наши тестовые. О, слушай, а звук неплох. Ладно, слушайте. Просто для меня это кинематографический звук, вот именно в этой штуке. Я специально такой использую. Ну, сейчас другой ролик. По звуку зачет. Для такого бюджета это еще и очень даже неплохо. Давайте попробуем, как он декодирует 4К. Выставим статистику для сисадминов. 4К тягает на ура. Вообще 4К, 60 FPS. Без проблем. Вообще, слушайте, звучок неплох. Вообще, то есть мы здесь сможем смотреть кино. А ну, лисица, иди сюда. Мне интересно, как работает вот эта штука. Так, смотрите. А ну, зажали.
Появляется панелька управления. А ну так, чтобы общий. Нажимаю паузу. Работает. Слушайте, вообще прикол, да? Так, звук выключили, включили, нажали. Чуть-чуть назад мы можем перематывать. А ну, громкость громче, тише. Слушайте, вообще топ. Давайте выключим эту. И она перестает гореть. Вот за это вообще класс. Классная тема. Хорошо, по ютубчику зачет. Давай потоковые какие-то каналы. Тоже проверяем. 4К декодирует, вообще не вопрос. Кстати, намного лучше, чем тот же инстолл. У меня что-то, вот знаешь, так, прям меня сравниваю, я прям сравниваю с этим инсто, и 150 и 200, потому что каналы, пожалуйста, вообще, сейчас включаем, отлично. Вот, есть 1+1, ICTV HD, Униан, 24 канал. Так, мы Украина, Мегуго Life HD, Maincast. Переключает мгновенно, отлично отрабатывает Full HD потоки. Поэтому мы можем делать вывод, что для онлайн просмотра, для каких-то фильмов, жестких дисков, с чего угодно, он тоже отлично подходит. Ну и, конечно, в CS2 там такое не поиграешь, ни в PUBG не поиграешь. Ну, например, в Hearthstone спокойно. И в конты, вернее, в StarCraft 1, StarCraft 2, в Герой 3. Я не знаю, в Герой 3 кто не играл в такую штуку. То есть этот компьютер, давайте тише чуть сделаю, потому что чересчур прикольный звук, кстати, чистый достаточно. Кто не играл в такие игры? Все играют. И зачастую я, например, имея два каких-то мега крутых ноутбука, там Asus ROG Strix Scar на 4090, имея там Acer Predator на 4070 и на 4060, я на них играю в Hearthstone, да, там, когда-никогда, и все. И на этом моя игровая, скажем так, практика заканчивается. Потому что просто тупо вот не хочется ни во что играть. А так, чтобы поработать, чтобы там посмотреть киношку, то этого ноутбука будет вполне достаточно, особенно учитывая его, допустим, звук. Мне нравится. Слушайте, отлично все работает. Последнее, что хочу еще проверить, как работает офис. И, в принципе, уже можно будет... Давайте какой-нибудь Meet Office откроем, у меня стоит. И будем уже проходить с вами, делать выводы. Так, берем. Знаете, как я проверяю офис? Ну, то, что там PC Mark проверяет, у нас есть свои проверки. Здесь мы делаем какую-то формулу, там, плюс там чего-то. Потом следующее, мы эту формулу делим там на там, например, я не знаю, на эту ячейку. Здесь мы ставим... Что-то я тут чуть-чуть раздухарился. О, вот так вот. А потом еще это все дело умножаем там на какую-то штуку там, типа, вот. И все это мы берем, копируем, вставляем сюда, потом берем, отмечаем. Вот как офисную работу проверить, допустим, да? Растягиваем на какие-то столбцы и тянем вниз, растягиваем еще на колонки. Давайте, ждем, это будет очень большая у нас... оно уже все растянуло, да? Куда делось? Все, во какая у нас матрица получилась, да? Он его растянул и рекалькулировал мгновенно, при этом это не полная матрица, то есть она еще влево идет, и идет, и идет, и идет. То есть с офисом он тоже отлично работает. Слушайте, но давайте так, давайте я уже готов пройти и прорезюмировать данный ноутбук. Так, можно снимать, наверное, с зарядки, да, он уже подзарядился. В общем-то, ребят, я действительно рекомендую. Я не ожидал, что Blackview выпустит такой ноутбук. Да и чего там греха-то, не Blackview-то его выпускал. Это OEM от достаточно известного, скажем так, производителя, который выпускает ноутбуки многим достаточно известным брендам. Я не имею права в этом обзоре называть какие, но это момент того, что это... буквально нормальный ноутбук за свои деньги. Вы цену видели. Цена действительно невелика. Наши рекомендации есть. Я первый раз купил ноутбук из Китая у проверенного продавца, получил его за 2 недели и, пожалуйста, работает все. Все отлично и целенький. Ну и вам рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.